Доброго времени суток. Сегодня я посмотрел интереснейшую партию, и на эту партию будет, я думаю, 2 видео. Причем, наверное, постараюсь я вас чуть-чуть удивить. Итак, Алексей Домчев играл с Яном Гринендайком. Кубок мира, Немигин, 2025 год. Смотрим. Тут, конечно, Ян в этой позиции. Ян играл черными, Алексей играл белыми. Ян просто, я считаю, что замучил чисто на психологически, чисто физически Алексея. И поэтому он грубо в конце Алексей ошибся. Я еще не буду рассказывать нюансы, которые, чувствую, присутствуют в тренировках голландцев. Но это ничего не сверхъестественное, чисто по стратегии шашек. И поэтому они здесь, я думаю, достаточно хороши в определенных позициях. Ну вот, стандартное положение. 19, 23, 34. И на 30 уже 10, 14. Вот так вот разыгрывают позицию. 18-22. Ян идет на обострение. Понятно, если как-то, непонятно здесь, вот 18-22 наиболее оптимальный ход. Непонятно, как тут продолжать. Почему здесь нападать не будет. Здесь тоже двигаться на этом фланге не будет. Это ослабляет фланг. Естественно, на 18-23, 46-41 вот эта группировка будет стоять. Только вот этот единственный план, вот этот, который применяется в коловой позиции, 12-18, то есть построение, это вот построение, но почему 37-32, видите, если 37, давайте какие-нибудь, вот эти вот варианты, может, вот эти вот были, но видите, вот здесь вот нападение будет, и именно Ян хочет эту, наверное, позицию играть. Может 3-8, кстати. Ну вот, давайте. Тут, скорее всего, на 22, наверное, было. На 22, потому что на 23 все-таки 34-29. И вот эта вот группировка чуть застывает. Хотя играют такие позиции, они достаточно интересны. Может, Ян бы и играл эту позицию. 8. Ну вот 4.29, я считаю, что вот это первая ошибка в этой позиции. Все-таки, возможно, даже надо было так. Вот здесь вот интересно, проходит вот эта идея или нет. Сейчас посмотрим. Да, конечно, эту позицию не сильно приятно играть. Почему? Потому что вот это разбивание, да, проходит. Потому что у меня там чуть другие мысли были, если честно, но не проходили они. Вот этот ход, конечно, нехороший был, 37-32. Я считаю, что неудачный план. Многие проблемы пошли от него. 21-27. Ну, естественно, сейчас уже хотят 18-23. И уже Алексей сейчас уходит в глубокую защиту. А вот этот я момент как раз не хочу здесь комментировать. А хочу прокомментировать кое-что в другом видео, которое хочу сделать. Очень хочу сделать. Не знаю, насколько получится или нет. 32-27. Ну, получается, грозит вот этот. Грозит 14-20. Давайте я покажу. 14-20 момент вот этот грозит нехороший. Есть какие-то понятные идеи, но это я, в общем-то, сказал. На 27. И вот сейчас Ян начинает практически выжимать Алексея. То есть выжимать морально, физически. 17-22. То есть, видите, сочетание, оно не действует.
Почему? Потому что для сочетания нужна очень сильная колода, чтобы пробивали вот это вот сочетание. Пробивали, и оно как-то использовалось. То есть в обе стороны. Почему вот в начале сочетание практически никогда не срабатывает. То есть считается, что оно плохое сочетание этих шашек, но оно никогда не срабатывает. Потому что достаточно много шашек, и ничего нельзя сделать с позицией у того, у кого сочетание. Здесь тоже все шашки практически в центр ушли, и с сочетанием ничего нельзя сделать. 18-23. Ну, такой неоднозначный ход, я бы сказал, 18. Конечно, есть ход 19, ну, наверное, где-то 49-44 не захотел вот этих разменов, я думаю. 49-44 идут размены. Почему вот он пошел 18-23? То есть наиболее, наверное, оптимальный ход. Ну вот 23-29, конечно, не знаю. Вот я бы лично, может, и не пошел. 23-29, потому что позиция с одной стороны упрощается, и с другой стороны как-то все-таки шашек много очень уходит. И я не уверен, что вот не надо было поддерживать вот таким вот образом позицию. То есть 6. Видите, достаточно мощная позиция, и попробуй тут что-то еще сделать. То есть можно еще выставить 7-11. И может здесь, и вот эти вот варианты с 34-30 тоже очень интересные. 24-30, то есть. Вот эти варианты очень интересные. То есть планов очень, очень много. Конечно, не уверены в этом ходе, но получают минимальное преимущество. Здесь опять вот эти вот построения. Хочу, чтобы вы усвоили тоже. Вот, кому интересно, именно вот эти идут построения. Шашки на 22, на 24. То есть они доминируют полностью в центре. 31-26. Ну вот сейчас уже, видите, грозит тоже вот это вот вроде бы идея, но почему он сюда не пошел? Я думаю, что побоялся просто, что очень много шашек меняется в этой позиции. Хотя позиция, конечно, очень хорошая у черных. Честно говоря, отбивать ее за белых очень было бы сложно. Но, наверное, все-таки он не решился на эту позицию. Почему? Потому что, возможно, вот эти вот, что я постоянно говорю, переходы в разные позиции, возможно, он чуть-чуть все-таки, и не чуть-чуть, может, что ему, собственно говоря, в конце партии удалось. То есть старается именно психологически, физически чуть-чуть, то есть измотать Алексея. И вот, наверное, вот этот, как говорят, победителя не судят, но, наверное, вот этот план ему принес успех. То есть на 47 вот этот вариант идет. Не надо ничего менять тут. Ну, вот этот вариант, я считаю, что идет, и он должен привести к успеху. На 27. И вот здесь, конечно, можно вторгнуться. Тоже супер будет позиция. Вторжение. Тут почему с вторжением? Тут различные вот варианты есть. Потом как-то шашку эту 27-ю поменять. И уже чисто, во-первых, чисто держит вот эти вот две шашки. Шашка 24-я. Позиция, конечно, хорошая. Но Ян здесь, кстати, грамотно поступает. Мне очень импонирует вот эта игра, что он выжидает реакции белых. Ну вот сейчас он поставил. И вот такая вот позиция. Видите, подавливает. Получается, вот эти вот ходы. И непонятно, что тут делать за белых. Скоро будет. Хотя надо как-то отбиваться. Но вот всегда в этой позиции, что я хочу сказать, всегда в этой позиции надо оставлять очень, желательно, чтобы у тебя оставались силы, чтобы к этой позиции ты с запасом подходил времени. Это очень нужно. Но вот здесь я, кстати, не уверен. Возможно, что я бы вот так вот сыграл. То есть, все-таки держать вот эту шашку, мне кажется, нужно. Ну, чего-то он, видно, не захотел. Может, даже вот этих вот продолжений где-то не захотел.
Ну, здесь 9.14, вот он приглашает. Именно приглашает меняться на 44, возможно, вот эти уже выпады. Такие варианты, я считаю, что они тоже за черных очень перспективные. И там получается очень тягучая позиция, которая очень неприятно играть будет. Вот на 34 выходит, естественно. Естественно, вот эти вот ходы все не проходят, потому что, видите, здесь не двигается, здесь не двигается. Надо вот эти вот уже изобретать либо 23-29, либо вот здесь вот как-то изобретать. Но это все ничейное, к сожалению. Вот на 32. И почему вот ям все-таки, видите, поддерживает он напряжение, то есть такие, я бы сказал, где-то они невидимые, но они комплексные позиции. Комплексные. А комплексная позиция, я вот всегда люблю говорить, комплексная позиция, они просто изматывают, дико изматывают. Когда идет мышление, работает, точнее сказать, в одну сторону, потом начинает работать в другую сторону, то есть новые какие-то идеи, и они очень изматывают энергетический мозг и психологический мозг изматывают. Ну вот такая вот, видите, перешел он уже в эти позиции. И вот самое интересное, что позицию тут тяжело то отбить. Ничейная позиция. Тяжело, почему я сказал тяжело, я не ошибся, потому что вот уже эндшпиль, то есть это уже 60-й ход, то есть уже полностью ты измотан, и вот ошибка была, решающая ошибка на 4, понятно, вот здесь вот кажется все просто, вот такая простая ничья тут, ну не видно просто. Не видно ничего. А вот на 4 пошел, и вот таким образом Ян победил. Ну, я советую посмотреть вот эту партию, то есть даже вот с психологической точки зрения, как он выводил шашки, то есть где-то он выжидал, где-то он играл центром. То есть хорошая партия, несмотря на грубую ошибку Алексея в конце, но ошибка она возможна всегда возможна, потому что нужно иметь 62-й ход, то есть нужно иметь действительно как-то определенную свежесть, чтобы вот в эндшпилях в этих не проиграть. Потому что в любом месте можно ошибиться, уже мозг, если еще 4 часа он интенсивно поработал, то есть работает он, естественно, не так, как нужно, и ошибиться может каждый, и в любой абсолютно позиции. И это закономерность, то есть это даже научный факт, я бы сказал. Итак, до новых встреч.